Обновление авторазборка для GTA Online внесло в игру довольно много разнообразных изменений. Где-то что-то добавили, где-то что-то пофиксили, поэтому сегодня в рамках рубрики 20 секретов, фишек и особенностей апдейта я расскажу вам обо всем поподробнее. Обязательно досматривайте до конца, там самое интересное, а на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос. Переходи в мою личную группу по прокачке, где быстро, безопасно и недорого мы забустим твоего персонажа, дабы ты ни в чем себе не отказывал. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг, все что угодно, как на ПК, так и на консоли. Регулярные розыгрыши, акции и бонусы постоянным клиентам. Переходи по ссылке в описании и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Все вы прекрасно знаете, что в апдейте добавили новую дрифт-модификацию, но не все знают, на какие машины ее можно установить. Приезжаем в автоклуб, подходим к ноутбуку в зоне прокачки автомобилей и видим полный список подходящих машин. Всего их 8, это новенький FR36, D-классе Drift Yosemite, D-классе Drift Tampa, Anis Remus, Karin Futa GTX, Anis Eurus, Dinka Jester RR и Anis ZR350. Кстати, не отходя от темы дрифта, по словам Rockstar, нет смысла тюнинговать внутрянку автомобилей перед установкой дрифт-модификации, мол, весь тюнинг все равно слетает и вы просто потратите деньги в никуда. Но, как выяснилось, это не так. Если вы заранее прокачаете двигатель, трансмиссию и турбонаддув на максимум, а уже потом установите дрифт-модификацию, то тачка будет ехать быстрее и немного лучше управляться. Поэтому, если хотите в дрифт-гонках иметь преимущество перед другими игроками в скорости примерно в 5-10%, сначала тюнингуйте двигатель, трансмиссию и турбонаддув на максимум, а уже потом покупайте дрифт-модификацию. Rockstar изменили меню взаимодействия, теперь все пункты сгруппированы в соответствующие разделы. Многие говорят, что это неудобно, но на самом деле вы просто мышечно привыкли к старому управлению. Пройдет месяцок, вы адаптируетесь к новому и никаких неудобств ощущать не будете. В любом случае речь не об этом, а о функции «убить себя». К сожалению, ее убрали из меню взаимодействия, не знаю зачем, как по мне, там ей было самое место. Теперь, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно открыть меню, перейти в раздел «Сеть», найти настройки. Здесь как раз таки и будет спрятана функция суицида. Раньше метательное оружие, гранаты, бомбы-липучки, газовые шашки и так далее открывались при достижении определенного уровня. Теперь же любое метательное оружие можно приобрести с первого левела. Rockstar сняли ограничения по уровню, для новых игроков будет довольно полезно. В автоклубе появилась новая очень крутая функция. Теперь можно покупать копии машин других игроков. Если кто-то заехал в автоклуб на своей личной машине, вы можете к ней подойти и купить ровно такую же копию к себе в гараж. Учитывая, что из продажи было убрано около 200 транспортных средств, функция должна иметь нереальный спрос. Всякие чебуреки, XA21, циклоны и так далее никак в данный момент купить нельзя. Конечно, можно дождаться, когда они появятся в офлайн автосалонах или на подиумах, но зачем? Просто переходите в мой телеграм-канал, там я создам отдельный пост, в комментариях которого каждый из вас сможет найти себе человека с необходимым вам транспортом. Договаривайтесь о времени, добавляйтесь в друзья и помогайте друг другу. Полный список всех удаленных из продажи автомобилей и мотоциклов я оставлю в подсказке сверху и в описании под роликом. Теперь на музыкальных автоматах можно включать радиостанции. Не знаю, кому это надо, но до этого такой возможности не было. Музыкальные автоматы, кстати, точно есть внутри игрового зала и во фрикшопе. Возможно, где-то еще, но что-то я не припомню. Были добавлены новые точки спавна оружейного фургона. Теперь их целых 30. Поэтому не удивляйтесь, если найдете фургон в том месте, где раньше он никогда не спавнился. Кстати, по словам разработчиков, ассортимент также был немного изменен. Изредка будет появляться то оружие, которое до этого в фургоне никогда не продавалось. За создание приватной встречи в автоклубе теперь накидывают очки репутации, а за прохождение уличных гонок и гонок серии Погоня этих самых очков репутации выдают на 20% больше. Получается, теперь апати-левел автоклуба стало проще, очков дают больше, соответственно, открыть эксклюзивный тюнинг и одежду при должном желании вы сможете намного быстрее. Внутри помещений раньше можно было пользоваться атомизатором, теперь же эту возможность убрали. Как пример, наркобаза. Заходим внутрь, открываем кольцо выбора оружия и видим
видим, что атомизатора тупо нет. По словам разработчиков, это было сделано, что персонаж не баговался. Во многих интерьерах из-за атомизатора можно было отлететь туда, откуда потом не получалось выбраться. На очереди 50-местный гараж. Rockstar добавили возможность дать описание каждому из 5 этажей, чтобы вы не путались, где какой транспорт находится. Например, хотите расположить тачки по классам, так и делаете, даете описание каждому из этажей. Первый суперкары, второй спорткары, третий маслкары и так далее. Затем, когда будете заказывать транспорт через механика, будет видно, какое описание у каждого из этажей. В целом, довольно удобно, однозначно будет меньше путаницы. Отныне по дефолту голосовой чат на консолях отключен. Ура! Наконец-то спустя 10 лет они это сделали. Кто играл с консолей, тот в курсе, что почти в каждой открытой сессии были чуваки со включенным микрофоном. Некоторые, к слову, даже не знали об этом. На фоне шумели какие-то пылесосы, кто-то чавкал, смотрел телевизор. Короче, раньше этих игроков нужно было мьютить вручную. Теперь по дефолту их замьютила сама игра, за что большое спасибо Rockstar. Немного касаемо утилизационного цеха. Дополнительно можно приобрести некие оптовые цены за 450 тысяч баксов. Настоятельно рекомендую купить эту штуку каждому из вас. Прикол в том, что весь уничтоженный транспорт в Mors Mutual восстановить будет стоить в 2 раза дешевле. На перспективу это сохранит вам огромное количество денег. Почти все новые крутые тачки стоят в страховке 20 тысяч баксов, а будут стоить 10. То есть с каждой уничтоженной машины вы экономите по десятке. Эти 450к купятся очень быстро, и далее вы будете прилично сейвить ваши бабки. Плюс ко всему, весь ремонт в автомастерских станет в 2 раза дешевле, а доставка транспорта через Pegasus так и вообще будет полностью бесплатной. Поэтому оптовые цены обязательно покупаем, максимально полезная штука. Что касается персонала, тут тема такая: если хотите фармить через утилизационный цех, то есть постоянно привозить тачки на эвакуаторе, утилизировать их и так далее, то покупать второго работника нужно обязательно. Прикол в чем? Один работник будет разбирать машину на запчасти 48 минут реального времени, то бишь 1 игровой день, а 2 работников будут делать это в 2 раза быстрее, всего 24 минуты реального времени. Соответственно, фармить деньги через утилизационный цех вы сможете в 2 раза больше, поэтому если хотите этим заниматься, покупка персонала обязательно. Теперь при желании можно отключить СМС от других игроков. Особо СМСки никто друг другу не отправляет, но тем не менее, открыв меню, перейдя в раздел сеть и зайдя в настройки, указываем, кто может отправлять нам СМСки. Все игроки, друзья, члены банды или вообще никто. Ни разу не сталкивался с каким-то спамом через СМСки, но если когда-то это начнется, функцией однозначно воспользуюсь. Кстати, знали ли вы, что в игре все 10 лет можно было отправлять другим игрокам имейлы? Да-да, именно имейлы, не смски. Делалось это через браузер на телефоне, можно было выбрать любого игрока в сессии и отправить ему сообщение на электронку. Сейчас же эту функцию убрали из игры. Печально, я об этих имейлах даже и не знал, за 10 лет так и ни разу не воспользовался. В игру были добавлены еженедельные испытания, то же самое, что и ежедневки, но здесь выплата будет одна, раз в неделю, 100 тысяч долларов и 10 тысяч RP. К примеру, на этой неделе нужно выдержать 10 волн в режиме выживания. По сути, Rockstar дают очередной способ заработать бабок без всяких вложений. Как минимум новичкам это будет очень полезно. К сожалению, разработчики прикрыли некоторые способы АФК без кика из сессии. Например, раньше можно было смотреть в камеры видеонаблюдения. Теперь это не работает, вас кикнет от бездействия по истечению времени. Также были прикрыты способы телепорта через задания. Единственный вариант тпшиться по карте — это гонки. Находите на карте нужную вам гонку, доходите до экрана с выбором транспорта, далее ливаете из дела и, как итог, оказываетесь в том месте, где была расположена эта гонка на карте. Выполнив ограбление грузового корабля в качестве хоста, вы получите экипировку береговой охраны Лос-Сантоса, по сути эксклюзивный редкий костюм. На новенький Карина Стироп JZ можно установить раскраску с надписями «Экипаж вооружен». Просто приятная особенность для СНГ игроков. Не знаю, есть ли еще какие-нибудь раскраски в игре, где что-то написано на русском языке. Ну и последнее — это куча изменений в редакторе дел. Большинству из вас это не интересно, создатели карт, кто реально этим упорно занимается, по пальцам пересчитать, поэтому рассказывать обо всех изменениях смысла нет. Кому нужно, ставьте на паузу и
и читайте, чего там поменяли и понадобавляли Rockstar. На сегодня на этом все. Надеюсь, ролик понравился. Если это так, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Скоро вас ждет второй выпуск этой рубрики, где мы пройдемся по 20 багам, косякам и недоработкам апдейта. Ждите в ближайшее время. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Ну а прямо сейчас на экране появятся два ролика. Выбирай, что нравится больше, и приятного просмотра. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.